В этом видео я расскажу о редких млекопитающих, которые благодаря деятельности человека могут исчезнуть с лица Земли. Красные волки обитают в Центральной, Южной, а также на юге Восточной Азии, включая Дальний Восток, Китай, Монголию, Индонезию, Индию, Тибет, острова Ява и Суматра. В некоторых регионах они полностью истреблены или вытеснены человеком в труднодоступные места. В степях и пустынях эти редкие волки практически не встречаются. Они живут стаями, обычно не более 15 особей. Красный волк – хищник средних размеров, достигающий в длину около метра и весом до 20 килограммов. Его облик сочетает в себе черты лисы, волка и шакала. От обычного волка он отличается рыжим окрасом, пушистой шерстью, длинным, почти касающимся земли хвостом и более острой, короткой мордой. Уши у красного волка крупные, стоячие, с закругленными кончиками. Цвет шерсти варьируется в зависимости от места обитания, но в основном рыжий, с обязательным черным кончиком хвоста. Зимой шерсть длинная, густая и мягкая, а летом короткая, более темная и жесткая. Хвост очень пушистый, напоминающий лисий. Известно 10 подвидов красного волка. Ранее, из-за ценного меха, эти животные подвергались массовому истреблению. Африканские цеветы обитают на открытых участках с высоким травяным покровом, начиная от Сенегала и заканчивая Сомали, а также в южной части Намибии и восточных районах Южной Африки. Эти небольшие млекопитающие ведут ночной образ жизни. Их морда длинная и заостренная, напоминая по форме морду мангуста или хорька. В длину они достигают от 43 до 71 сантиметра, не считая длинных хвостов, а вес колеблется от 7 до 20 килограммов. У этих животных есть интересная особенность. В опасных ситуациях они поднимают спинной гребень, чтобы создать иллюзию большой величины, демонстрируя свою хищную природу и готовность к защите. Спаривание у них происходит в период с октября по ноябрь, а потомство появляется в сезон дождей. В неволе средняя продолжительность цевет составляет от 15 до 20 лет. Цеветы выделяют мускусное вещество, используемое в парфюмерии как ароматизатор и фиксатор запаха. Это вещество известно как мускус цеветы, и находится оно в области промежности. Для его выделения у животных есть специализированная промежностная железа, которая функционирует у обоих полов. Роксиланов ринопитек или мьянмская курносая обезьяна – один из 5 видов ринопитеков, чей ареал ограничен небольшой территорией в восточных Гималаях на границе Мьянмы и Китая. Этот вид, впервые обнаруженный в 2010 году, отличается запоминающейся внешностью: густой, пушистый мех, яркие красные пухлые губы и характерный курносый вздернутый нос. Окрас обезьян преимущественно черный, с контрастными белыми хохолками на ушах и бородой на подбородке. Их хвост непропорционально длинный, составляющий около 140% от длины тела. Средний рост самцов 55,50 см, длина хвоста 78 см, а вес до 17 кг. Самки же на 2 см меньше них, и хвост у них короче почти на 14 см, а весят они от 9 до 12 кг. Особенность их носа приводит к тому, что во время дождя обезьяны чихают, и поэтому они предпочитают прятать голову в колени, сидя на деревьях. Популяция этих приматов находится под угрозой исчезновения, насчитывая всего около 330 особей. Причиной тому служат как антропогенные факторы, такие как уничтожение лесов и прокладка дорог, так и браконьерство. Однако создание национального парка горы Имавбум в 1500 квадратных километров дает надежду на сохранение этого вида. Сулавесский медвежий кускус – это уникальное древесное сумчатое животное, обитающее исключительно на индонезийском острове Сулавеси и прилегающих островах.
Этот представитель рода медвежьих кускусов, известный своей медлительностью, проводит жизнь на деревьях, питаясь в основном листьями, дополняя его плодами, цветами и почками растений. Его шерсть, окрашенная в оттенки серого и коричневого, с более светлым брюшком и лапами, состоит из мягкого подшерстка и жестких остевых волос. Хватательный хвост, почти такой же длины, как и само животное, служит ему как пятая конечность, помогая передвигаться по густым тропическим лесам. Этот медвежий кускус считается наиболее примитивным среди всех кускусов, сохраняя древние черты в строении зубов и черепа. Длина тела взрослых особей находится в диапазоне от 100 до 120 сантиметров, причем около половины приходится на хвост. Вес этих животных составляет от 6 до 8 килограмм. Сумчатые предпочитают жить в парах или в небольших семейных группах, проводя большую часть дня в отдыхе или сне, и лишь короткое время уделяя поиску пищи и уходу за собой. Самки приносят 1-2 детенышей раз в год, которые проводят первые 8 месяцев в материнской сумке, а затем остаются с ней еще какое-то время. В Индонезии кускусов употребляют в пищу, и поэтому популяция этих зверьков резко сократилась. С 1996 года власти запретили охоту на них, но браконьерство продолжает свое черное дело. Международный союз охраны природы в целях сохранения вида им присвоил статус охраняемых, внеся в Красную книгу. По сравнению с другими насекомоядными, щелезуб довольно крупное животное, с плотным телосложением и массой в 1 килограмм. Длина тела достигает 32 сантиметров, а его хвост, похожий на крысиный, в 25 сантиметрах. Отличительными чертами являются вытянутый хоботок на морде, крупные лапы с 5 пальцами и острыми когтями, а также железы под мышками и на крестце, выделяющие резкий мускусный секрет. Внешне щелезубы напоминают крупных землероек или крыс на высоких ногах. Это ядовитое животное, чей яд вырабатывается в подчелюстной слюнной железе и выводится через проток у основания второго нижнего резца. Их укус представляет угрозу в первую очередь для естественной добычи, такой как мелкие грызуны и насекомые. Для человека яд не является смертельным, однако может вызвать серьезное недомогание. Отравление может протекать остро, проявляясь тошнотой и головокружением уже через 10 минут после укуса. В дальнейшем возможно повышение температуры тела и артериального давления. В случае укуса необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Интересно, что они сами не обладают иммунитетом к своему яду. В схватках друг с другом зверьки часто погибают даже от незначительных укусов противника. Существует 2 основных вида. Парадоксальный щелезуб встречается исключительно на острове Гаити. Кубинский щелезуб обитает только на юге и востоке Кубы. Этот вид долгое время считался вымершим и был вновь обнаружен лишь в середине 20 века, в 1972 году. Оба вида предпочитают горные леса. Дневное время они проводят в своих убежищах, которые обычно располагаются у корней крупных деревьев или в густых кустарниках. С наступлением темноты они выходят на охоту. Размножаются обычно лишь раз в год, принося от 1 до 3 детенышей. Новорожденные слепы, беззубы и лишены шерсти. Они остаются с матерью до появления следующего потомства. В одной норе может проживать до 8 особей. Самцы не принимают участия в заботе о потомстве. Активное нашествие инвазивных хищников, таких как собаки, крысы, кошки и в особенности мангусты, стали причиной, что оба вида животных оказались на грани исчезновения. Они были занесены в Красную книгу, получив статус, находящиеся на грани вымирания. Геренук – уникальная парнокопытная, идеально приспособленная к выживанию в суровых условиях засушливых регионов.
Ареал обитания простирается от Эфиопии, Сомали до Танзании. Ранее они встречались также в Судане и Египте, но сейчас там полностью исчезли. Узнать геренука легко. Его длинная и тонкая шея в сочетании с длинными ногами делают его не похожим ни на кого. В холке он достигает 95 сантиметров, а его вес колеблется от 35 до 52 килограммов. Шерсть на спине красновато-коричневая, по бокам светлее, а нижняя часть тела почти белая, отделенная четкой линией. Вокруг глаз расположены белые пятна, сужающиеся к морде. Рога есть только у самцов, они короткие, до 30 сантиметров, толстые и изогнуты назад, а на конце меняют направление, изгибаясь вперед. В периоды засухи, когда растительность скудна, его рацион состоит из редких кустарников. Чтобы добраться до листьев, расположенных высоко, газель-жираф научился вставать на задние ноги и вытягиваться вверх. Этому способствует особое строение его позвоночника, позволяющее ему долго удерживать вертикальное положение. Самцы геренуков – территориальные животные, тщательно охраняющие свою территорию, которую они помечают специальным секретом из предглазничной железы. Самки же образуют небольшие группы до 10 особей, свободно перемещаясь по участку, охраняемый самцом, вместе со своим потомством. Ритуал спаривания у этих животных отличается особой оригинальностью. Самец демонстрирует свою заинтересованность, помечая бока самки своим пахучим секретом. Этот жест служит предупреждением для потенциальных соперников. Самка уже занята. С момента этого ритуала самец становится ее постоянным защитником, не отходя ни на шаг. Он тщательно анализирует ее мочу, выявляя наличие особых ферментов, которые сигнализируют о наступлении оптимального времени для спаривания. Один самец может участвовать в размножении с несколькими самками. Спаривание у геренук происходит не по сезону, а определяется в первую очередь наличием достаточного количества пищи. Период беременности у самок составляет около 5,5 месяцев. В одном помете может быть до 2 детенышей, которые с первых минут жизни проявляют подвижность. Они всегда находятся рядом с матерью и питаются ее молоком. Самки обретают самостоятельность в возрасте 1 года, в то время как самцы остаются под опекой матери до 2 лет.